В последнем видео я этим часам заменил механизм с 7S26 на NH36. Ссылка на видео будет вот здесь. Таким образом, что у меня остался свободный механизм Seiko. И я думал, что с ним сделать. И мне пришла такая идея. Что если собрать из них часы? Купить запчасти и собрать такой SKX 007. Я приобрел такой вот корпус, приобрел циферблат со стрелками и буду пробовать собрать часы. Надеюсь, у меня получится. Пожелайте мне удачи. Ну что, поехали? Нужно посадить циферблат, после этого стрелки. У циферблата есть такие штырьки, и они не закручиваются, они просто вставляются и держатся так за счет силы трения. Стрелки. Да, нужно найти положение в 12 часов в полночь. Буду крутить до смены даты, до смены числа. Так. Ага, отлично. Это 12, полночь. Значит, я установлю часовую стрелку на 12 часов. Ну-ка. Далее минутная стрелка. Снова нужно проверить, что одна стрелка не задевает другую.
И похоже, все нормально. Ну и секундная стрелка. Мне нужно убедиться, что все вот эти маркеры выровнены. Сейчас я вижу, что они не выровнены. Нужно немножко подкрутить. Заводной вал длиннее нужного, поэтому мы его укоротим. Для этого я вкручу полностью заводной вал в заводную головку. Мне нужно будет измерить, сколько миллиметров лишнего нужно убрать. Как видите, здесь есть пружина, она нужна для того, чтобы можно было вкрутить в итоге заводную головку вот в эту резьбу. Так, ну, получается, нам нужно примерно 1,5 миллиметра удалить. На 1,5 миллиметра укоротить. Я рекомендую укорачивать чуть с запасом, то есть если нужно укоротить на 1,5, укоротить может быть на 1,3, немножко подшкурить и примерить. Лучше сделать немножко длиннее и потом укорачивать, чем сделать сразу короткое, и тогда уже ничего не поделаешь. Нужно будет новый заводной вал. Нужно зашкурить.
Здесь все работает. Посмотрим. Ага, ну, вкручивается. Я думаю, что этого достаточно. Я удовлетворен таким результатом. Ну что ж, результат меня радует. Мне кажется, это неплохой способ применения оставшегося у меня механизма Seiko 7S26. Ну, получился такой самодельный SKX 007. Что вы думаете? Как вам результат? Если вы досмотрели до этих пор, наверное, вам нравится такой формат видео, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И, пожалуйста, поставьте лайк, если вам оно понравилось. Я же с вами прощаюсь и всем пока.